Привет-привет! И сейчас мы с вами находимся в Дрездене, который заключает этот волшебный рождественский сезон в Европе. И нас уже ждет одна из старейших ярмарок мира. И прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Меня это очень поддержит. А теперь начинаем! Наша точка назначения – главная ярмарка Штрицельмаркт. И сегодня вы убедитесь, какая она удивительная, а сколько в ней историй и традиций. Но обо всем по порядку. Дрезденскую ярмарку часто называют самой старой в Германии. И впервые она была проведена как однодневная ярмарка в 1434 году. И за это время она приобрела поражающие масштабы. Чтобы привести в пример, то, что здесь даже есть гном-кинотеатр. И я не обзываюсь, это действительно его название. Там показывают короткие мультфильмы всем желающим. Уверяю, вы вряд ли встретите более впечатляющую украшенную ярмарку. Вы только посмотрите, сколько деталей, а как украшены домики. А вот в этой милой пекарне проводят мастер-классы для детей по приготовлению рождественской выпечки. Смотрите-ка, на какую шикарную рождественскую инсталляцию мы наткнулись. Назовем это подсвечником на максималках, который включает в себя все возможные символы, традиции и изображает саму ярмарку. Но эта прелесть стоит 8000 евро. Поэтому все же продолжим наслаждаться ярмаркой бесплатно. Не возникло ли у вас желание окунуться в рождественскую атмосферу других городов? Ну, например, вдруг вас одолела ностальгия после видео из Зальцбурга и захотелось именно туда. Ну что же, эксклюзивно для нас тут есть целая планета напитков. Столько мест для окунания. Польша, Америка, да даже Конго. И способствует этому, конечно, соответствующий напиток. Ну все, окунулись и пора возвращаться в Дрезден, а то мы еще столько всего не увидели. Но сначала подкрепимся местными братвурстами. В плане еды Германия мой фаворит. Здесь даже булочки максимально мягкие и вкусные. Если долго рассматривать сувениры, то можно подумать, что в Саксонии очень любят снеговиков. Смотрите, что мы здесь встретили. Это же Фойер Цангенбоуле, который мы уже пробовали в Мюнхене. Но нам не хватило эффекта шоу, поэтому пробуем еще раз. А я напомню, что его фишка в том, что пропитанный ромом сахар поджигается и капает в глинтвейн. Напиток крепкий, но одни спецэффекты чего стоят. Вы можете заметить, насколько здесь распространен образ арочных подсвечников. Они вовсю используются в украшении домиков. И, конечно же, их можно купить. Дымящие бутылки заказывали? А если с вашим фото? А может, очень ароматные свечи? Вы узнали эту симпатичную выпечку? А ведь очень часто на ярмарках, особенно в Германии, вы встретите штоллины. Но самые настоящие дрезденские производятся само собой в Дрездене. Эта выпечка представлена в виде плотного кекса с различными фруктами, орехами и приправами. И обязательно она должна быть завернута в сахарную пудру. Почему? А потому что она символизирует младенца Иисуса, завернутого в пеленку. А какие чудесные подсвечники тут можно найти?
Знакомьтесь, это Пфлауменtoffel или сливовый человечек. Его образ появился в 1653 году, когда широко использовался детский труд для очистки дымоходов городских домов. Однако фигурка из слив уже заслуга 1801 года. Тогда она впервые появилась на рождественских ярмарках и с тех пор, приобретая разные предметы одежды, является символом этой ярмарки. А я все не могу оставить эти подсвечники, поскольку это невероятно красиво, и каждая деталь продумана. Но черт, 7500 евро. Все-таки вернемся на ярмарку. По какой-то сложившейся традиции, ярмарка без фруктов в шоколаде для меня уже не такая интересная. Поэтому и тут мы их нашли. Оригинальный подход, однако. Но мы сегодня остановимся на мандаринах в шоколаде. Вкусно! Ставлю лайк. Какие милые тут кружки продаются с изображением чьих-то детей. И даже утром ярмарка зачаровывает своей сказочностью. Но что поражает еще больше, это огромный выбор интересных напитков. Но утром мы все же начнем с кружечки горячего шоколада. Очень сытно, можно даже не завтракать. Когда на улице минус 20, очень не хватает такой перчатки, чтобы в нее спрятаться. Привет еще раз! Какой ты спортивный! В Мюнхене на велосипеде катался, в Дрездене по канату карабкаешься. Будьте как Санта, путешествуйте много, но всегда находите время для спорта. Спасибо вам большое за просмотр, желаю вам счастливого Рождества и прекрасного Нового года, а увидимся в следующем году. Пока-пока!